Раз-раз, раз-раз. У меня гадание для Водолея на апрель 2022 года. Поздно, скажете вы? Нет. Совсем даже нет. Апрель только начался. И плюсы в том, что вы получаете видео с нормальным, я надеюсь, звуком, потому что у меня заработал микрофон. И мы приблизились вплотную к тому времени, о котором гадаем. Это тоже добавляет гаданию пикантности и достоверности. Мне очень жаль, друзья, если вы меня не дождались моего гадания и насмотрелись, как всегда, вот этой вот косноязычной, восторженной ерунды. Может, вам даже мое гадание не надо смотреть, чтобы вот не разрушать этот флер напрасных надежд. Ну, если хотите, посмотрите. И все-таки я какую-то определенную ответственность, вину за эту задержку перед водолеями и рыбами ощущаю и предлагаю такой выход из ситуации. Давайте мы вас наградим в порядке компенсации. Я отвечу на ваши вопросы, вот именно вопросы, написанные под этими видео для водолеев и рыб. Отвечу на вопросы в моей следующей программе «Вопросы и ответы». Ну, вы знаете, у меня есть такая программа, в которой я кому-то гадаю на картах и во всех случаях отвечаю на вопросы, которые вы присылаете. Вот, водолейские вопросы. Присылайте ваши водолейские вопросы. Новую программу «Вопросы и ответы» сделаю скоро, может быть, даже завтра запишу, если вы успеете сегодня много вопросов прислать именно вот в комментарии к этому видео. И давайте выберем карты. Выберу я, конечно, а вы просто проверьте вашу интуицию и проверьте, насколько мы с вами на одной волне. Я вам покажу несколько колод, которые я выбрала для Водолея, но не окончательно, будет в итоге только одна. Вот смотрите, Таро оппозиции, вот так вот карты называются. Здесь они, сейчас я покажу, но это может быть на будущее вам, если сегодня будут не они, но на будущее будете знать, что есть такие карты. Видите, здесь значения карт изображены картиночками и прямые, и вот такие вот перевернутые. Ну, как бы это вот то, что хорошо, это что за карта? Двойка кубков, да. Видите, в прямом значении прекрасно, да, это любовь, партнерство и абсолютная взаимность. А в перевернутом значении что-то, ну, мы должны догадаться, что, в общем, что-то плохое. Таро оппозиции неплохие карты, нарядные, качественные, для вот таких вот общих гаданий, по-моему, они подходят. Самая примечательная коробочка. Тоже нужно обзор, конечно, сделать на эту колоду. Не пропадать же. Ну, не пропадать же. Следующие карты, которые я пока рассматриваю, думаю, для гадания для Водолея, это Таро кошачий глаз. Карты, где все значения карт, все это сценки из жизни котиков наших любимых. Ну вот, посмотрите, например, королева мечей, та самая злодейка, разлучница, ну и вообще соперница, злая женщина. Ну вот разве мы скажем, что это злая женщина, глядя на эту мордочку? Очень красивые карты, достойно сделаны. Везде котики, котики и котики. Либо на некоторых картах сами котики отсутствуют, но есть следы их пребывания, например, или среда их обитания изображена. Хорошие, да? Потом Таро классическое названное. Видите, на коробке написано, на коробочке написано классическое Таро. Однако внутри не вполне классика. Здесь система, да, Райдера Уайта, но иллюстрации такие, я бы сказала. Видите, это более уходит в марсельская иллюстрация, более в марсельское Таро уходит. Но, тем не менее, вот тоже они красивые, понятные. Я все убираю в коробочке сразу карты, чтобы не было искушения потянуться до ближайшей колоды. А еще у нас есть для любителей всего гигантского, для гигантоманов,
гигантское Таро Кроули. Посмотрите, у меня великое множество карт именно вот Кроули. Маленькие есть, малюсенькие, такие, на которых я гадаю в скайпе, когда разговариваю с людьми. Они такие удобные, я быстро вижу. Вот. Среднего размера. И вот гигантское Таро Кроули. Ну, конечно, здесь картинки все те же самые. Это авторская рубашка неизменная, да, такая узнаваемая, которую мы все знаем и любим. Вот. Ну, просто они очень большие, их очень хорошо видно, то есть можно их тоже выбрать. Какие вам карты нравятся? Давайте вместе подумаем. И если вот наше мнение совпадет, это значит, что это наш день. Это значит, что вам обязательно нужно написать вопрос в рубрику «Вопросы и ответы» к этому видео, чтобы я вам погадала в эфире, так сказать, программы. Пожалуй, я сделала свой выбор для Водолея. Таро оппозиции. Самые первые карты. А вы знаете, кстати, что существует такая колода карты Таро Водолея. Прям именно так они называются. Значит, Таро Аквариус. И есть, так сказать, свободной продажи они существуют. Может быть, я когда-то себе заведу такие карты, и Водолеем буду гадать на специальной, специфической водолейской колоде. Апрель, который уже, друзья, наступил, но никуда от нас не делся, интересен тем, что в нем 2 новолуния. Представляете? Вот 2 новолуния. То есть это, в общем, это эксклюзивчик. Новолуние 1 апреля и новолуние 30 апреля. Причем 1 апреля новолуние утром, а 30 апреля вечером. То есть вот ровно месяц начинается с новой луной, месяц заканчивается с новой луной. Это что-то да значит. Значит, это много на самом деле. Вместе с новой луной, теоретически у нас должны родиться новые планы, какие-то захватывающие, приход какой-то новой энергии, новых надежд и так далее. И 30 апреля, естественно, с новолунием, это всегда только с новолунием совпадает, будет частное солнечное затмение на планете Земля. Мы его увидеть, по-моему, даже не сможем ни кусочка. Это, как обычно, достается латиноамериканцам. Почему-то вот замечаете, что солнечное затмение всегда видно из Аргентины, там лучше всего. Я не знаю, почему им так везет. Вот. Но, тем не менее, оно же влияет на всех нас, и в этот раз солнечное затмение будет на оси Телец-Скорпион, это денежная ось зодиаки, поэтому 30 апреля, и вообще конец месяца, как-то должны перевернуть нашу с вами финансовую жизнь, хотя, казалось бы, куда уж дальше, да, уже перевернуто до нельзя, по-моему, а нет, в конце апреля что-то еще будет, надеюсь, хорошее. Я вам всем, дорогие мои зрители, горячо любимые, желаю счастливого апреля. Пусть у вас будет много любви, здоровья и денег больше. Задайте сейчас моим картам, вашим сейчас картам вопросы про работу. Это первая тема гадания. Вопросы про работу. Что вы ждете на работе, на старой, новой, в бизнесе, может быть, не знаю, любые вопросы, мы вам, конечно же, ответим. 3 карты и следите за руками. Водолей и работа. 1, 2, 3. Мы должны очень постараться, чтобы хорошее предсказание сделать, да, какое-нибудь такое вот прям вот вдохновляющее, чтобы нам в своем восторге были не чужды. Нам даже стараться не придется, потому что вам выпадают очень хорошие карты. 8 жезлов, удачливая. Рыцарь жезлов, активный. И королева мечей, спорная, но я думаю, в таком соседстве это не критично, не опасно. 8 жезлов, друзья, водолеи. Вы знаете, одна из самых счастливых карт в колоде. Я просто думаю, что здесь хотел художник сказать, да, вот этой картиночкой, не совсем непонятно. Одна из самых счастливых карт в колоде Таро. Она обозначает скорое, срочное и по большей части случайное
везение случайное. То есть в работе вам достанутся какие-то блага, для которых вы не старались и, возможно, которых вы не заслужили. Даже, например, это может быть новая работа, которую вы не заслуживаете, то есть она выше вашего послужного списка или выше вашего образования. Это как счастливый билет, который вы вытянули в какой-то лотерее, может быть, там, я не знаю, еще где-то. Вот, счастливый билет, шанс на такую, удачу. Мне кажется, что водолеям часто везет тоже. Хотя, наверное, всегда хорошо там, где нас нет, да? Кажется, что удача всегда в чужих руках, только не в твоих. Но мне кажется, что водолеи вот такие, тем не менее, да? А восьмерка жезлов дает советы эту самую удачу очень быстро различать, видеть, понятно, к ней стремиться, не мешкать, когда этот жирный шанс в руки к вам падает. Либо новая работа, либо повышение в должности, либо просто какой-то удачный проект в бизнесе, например, который вы прежде не планировали, появление. Если у вас клиентский бизнес, это такое удачное появление каких-то богатых и не слишком вредных клиентов. Вот, ловите удачу, карта говорит. Дальше рыцарь жезлов, масть продолжается. Кстати, масть очень удачная, потому что жезлы, я, наверное, вам должна ближе показывать карты, да, потому что здесь мелковатые оказались картинки. Вот. Видите, да, рыцарь жезлов. Это самый активный персонаж. Это фигурная карта, самый активный персонаж вообще во всей колоде Таро. И для вас карта это говорит, что все очень активно в работе, в бизнесе будет меняться, будут приходить люди, будут появляться обстоятельства. Вообще это то, что называется движ, да, или движуха, кто как говорит. Вот. Это скорое развитие проектов, это дороги, это какие-то быстрые внезапные переговоры, такие же внезапные, очень активные, какие-то энергичные сделки, заключение договоров, там, пожимание рук. Много-много таких вот новостей, подходящая масть, да, действительно, это масть работы. По этим двум картам мы понимаем, что водолеи будут работать, как минимум, да, то есть это очень вдохновляет, мне кажется, тех, кто засиделся без работы сейчас, да, работа будет, скорее всего, очень активная с места в карьер рванет вас, так что не успеете даже грустить и оценить и как бы засидеться. Ну, естественно, карта фигурная. Рыцарь жезлов описывает человека, скорее всего, мужского пола, скорее всего, достаточно молодого, который вот как-то появляется и оказывается причастным к вашей профессиональной жизни. Эту самую жизнь меняет, может быть, новый начальник, какой-то коллега, с которым будет интереснее, веселее работать. Это рыцарь жезлов, это человек-энтузиаст. Это некий Данко, который является ко всем, чтобы вынуть свое сердце и осветить путь впереди, да, то есть это кто-то, кто не жалеет себя, и от кого можно этим бесконечным энтузиазмом заряжаться, но жезлы — это огненная масть, поэтому особенно присматривайтесь к новым коллегам или клиентам, или партнерам, которые огненные, овны, львы и стрельцы. Помните только, что со львами вы в оппозиции находитесь, да, вы полярные люди со львами, все остальные годятся. Так, и королева мечей. Вот королева мечей, мне кажется, очень логично продолжает сценарий, описанный вот этими первыми двумя картами, потому что здесь при всем везении, при всем хорошем есть сумбур, спешка, внеплановость. Здесь есть, знаете, какой-то цейтнот, когда вам некогда присесть и подумать, и оценить. Несет вас куда-то, вроде быстро, весело, и интересно, и правильно. А водолеям же что самое главное? Чтобы интересно было, да? Чтобы не заскучать. И вполне логично, что вы будете невнимательны, что-то пропустите, чего-то не заметите, и буквально наступите или вляпаетесь в конфликт, в какую-то тяжелую эмоциональную ситуацию, наживете себе врагов. Как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А врагов не имеет тот, кто тоже ничего не делает. Да? Если вы со страстью и
увлеченностью делаете свое дело, любое, хоть булки печете, хоть космические корабли строите, у вас обязательно будут враги. Потому что без врагов, так зефирно-кефирно, живут только бездельники, ну или негодники. Бездельники или негодники. А поэтому, да, королева мечей здесь описывает для вас конфликт, впрочем, по большей части, наверное, такой сокрытый, неявный. Повод ощутить чье-то злодейство. Предупреждение, конечно, мы у карт спрашиваем. Ну, какое здесь предупреждение? Время торопит, и вы торопитесь вместе с ним, а враги... Помните, такая хорошая песня есть в фильме «Гардемарина. Вперед». По воле рока так случилось, или это нрав у нас таков. Зачем храним, скажи на милость, такое множество врагов. Мне вот это очень нравится, потому что наличие врагов это свидетельство того, что вы живете, поэтому пусть они будут. Дальше. Хотела произнести кодовое слово «деньги». И прямо вот колода перевернулась на тузу пентаклей. Как вы думаете, это что-то значит? Это к чему-то или это случайность? Совпадений не бывает. Но следующий вопрос мой картам для Водолея именно про деньги. Как сложится ваша финансовая жизнь? Будете ли вы довольны доходами? Не пострадаете ли от напрасных? Ведь и микрофон-то я подключила, да, кажется, я его наладила, а продолжаю орать все равно, как будто его нет. А могу шептать и выходить вообще на уровень АСМР даже, да? Моя мечта. Итак, деньги. Раз. Никуда не деться, да, если туз пентаклей перевернулся, то для следом вполне логично колесо фортуны выпадет. 2. Кто вы? 3. Кто вы? Почему вы так нас удивляете? Внимание, будьте сейчас внимательны. Вам выпадают 3 денежные карты, абсолютно денежные карты. Каждая из них обещает очень хорошее финансовое состояние. А все втроем, они друг друга потенцируют, они друг другу помогают и описывают нечто невообразимое, просто феерическое вам в деньгах. Подумайте сейчас быстренько, да? Что пока мы не успели удачу-то спугнуть. И загадайте ваше желание на тему денег. Ну, то есть вот прям произнесите вашу мечту, как вы. Или сколько, лучше даже не как, это фантазии не хватит, даже водолейской великой фантазии не хватит, да? Сколько вам надо, потому что здесь имеет значение размер притязаний ваших. Карта умеренности, колесо фортуны и 4 жезлов. Ну, по порядку. Карта умеренность. Ну, безусловно, она очень-очень положительная в колоде Таро. Вот на что бы она ни выпадала, о чем бы ни говорила, это добродетель в чистом виде. Вот добродетель. Не просто добро, а добро без, скажем, оборотной стороны. Поэтому по карте умеренность вам достаются не просто деньги, но что еще важнее, деньги без тревоги, например, или деньги без конфликта, или деньги без угрызений совести. Чувствуете, да? Вот это называется, почувствуйте разницу. Деньги без несвободы, то есть это возможность хорошо зарабатывать и так роскошно жить, не особо там наступая на горло собственной песни, да, не ощущая ни свободу, чего-то давления, обстоятельств, людей и так далее. То есть это добродетельный труд, это возможность найти не просто источник доходов, но некий даже путь для себя, такой долгосрочный путь, на котором вы зарабатываете. Колесо фортуны. Все карты, вот сколько мы только начали гадать, все карты везучие какие, вам уже вывалились, хоть не продолжай, да? Уже лучших карт просто нет в колоде. Колесо фортуны, которое все так ждут, его появления в личных гаданиях, ну и в общих тоже. Это судьба, это длань судьбы, это вот
Колесо фортуны описывает тот момент, когда судьба вас заметила. Да, вот часто же мы ходим такие понурые под звездным или пасмурным небом и думаем, ну что же это такое? Судьба, высшие силы, ангелы, вот именно меня не замечают, да, до меня нет дела. А тут вас замечают и, ну, соответственно, одаривают. Колесо фортуны – это исполнение вашего денежного желания, это возможность что-то купить, что вы давно не могли там позволить себе, крупно заработать, заключить какую-то сделку века с кем-то, вернуть долг. Или наоборот, взять какой-то большой кредит с удивительно выгодными процентами. В общем, это исполнение, хотел сказать, денежной мечты, но не только. Здесь нечто больше, потому что колесо фортуны исполняет не только мечты, а исполняет какое-то везение для вас, о котором вы, возможно, и не мечтали. В этом же прелесть, да, сюрприз. Вы этого не ждали и не могли на это рассчитывать, а оно случилось. Ну надо же. Вот. И еще одна, кстати, вот эта четверка жезлов, ее так и называют малое колесо фортуны, потому что это младший аркан, но значение то же самое. Это тоже удивительное везение, это быстрые деньги, возможность скоро-скоро разбогатеть, возможность очень выгодно, опять же, что-то купить или продать, или вот так вот даже незаслуженно ловко устроиться на работу с какой-то большой зарплатой. Ну, в общем, даже не буду больше говорить, потому что это без комментариев. Бесконечная денежная удача, везение. Когда выпадают такие карты, конечно же, мы с высшими силами, да, мы с картами, давайте так скромнее, рекомендуем вам рисковать на финансовом поприще. То есть должны, чтобы повезло, надо же, ну, в общем, чтобы выиграть лотерею, вы знаете, да, надо как минимум купить лотерейный билет, хотя бы один. Поэтому будьте дерзкими, ставьте, ставки ваши нужны, понимаете? Естественно, здесь с этими картами неуместна трусость, экономия, какая-то опасливость или конфликтность, споры. Нет, вы должны быть легкими, вы должны быть доверчивыми к миру и к удаче. Знаете, вот это верить в удачу, вроде бы это такие банальные слова, избитые уже до ужаса. Но вы знаете, это работает. Да, если над собой поработать и себя убедить правильно, то вера в собственную удачу, в собственное везение очень хорошо протаскивает по жизни, проводит по этому лабиринтику. Дальше любовь. Не знаю, даже напоминать вам, дорогие водолеи, или нет, что апрель бесконечно романтический месяц, потому что, как вы думаете, почему? Глядя на меня даже можно догадаться. Потому что апрель нас раздевает. Понимаете, да? Апрель превращает нас из бесформенной кучи человека, да, девушку, из бесформенной кучи в пуховике, в платке, как там, в валенках. Ну, в угах, конечно, разницы визуально никакой нет. Вот. И превращает в легкую, порхающую бабочку, да, с рюшами в юбке, на каблуках. Ну, в этом вся романтика. К тому же, не знаю, как у вас, у меня уже, вот сегодня 1 апреля я записываю видео, это все в цвету. Я в одно окно смотрю, в другое. Все покрыто цветами, цветут яблони, сливы тут. Ну, это разве не романтика? Гадание на любовь, ну, будет, конечно, странно и удивительно, и как-то несправедливо, мне кажется, если вам еще и в любви карты опишут везение. Ну, это перебор, друзья. На любовь 3 карты. Раз. 2. 3. Так, у меня, ну, не бесите, но у меня вопросы к водолеям. Почему вам такие хорошие карты и такие уместные, главное, выпадают? Понимаете, про работу рабочие, про деньги денежные, про любовь любовные, естественно. Паш кубков.
посланник любви. Тройка кубков, собственно, сама любовь или свидание. И королева кубков. Это уже ваше сердце и ваше чувство. Ну, как бы сердце любящей женщины. Последовательно. Паж кубков приносит особенно хорошие новости одиноким людям, потому что он именно посланник любви. Он обозначает больше, чем другие даже подобные здесь карты, обозначает именно новое знакомство. Вот так вот. Это новое знакомство. Паж кубков, романтический герой. То есть, ну, вы можете его рассмотреть, эту карту, и как фигурную, да, то есть это, безусловно, и человек, только если он паж, он такой прям сильно молодой. Все относительно. Молодой относительно вас. Это не значит, что ему обязательно 18. Нет, 26, да? Вот, это значит, что он молодой относительно вас. Поэтому вы можете оценить карту как фигурную. А вообще для всех, да, паж кубков – это момент знакомства, это такая точка отсчета, зарождения нового романтического чувства. Паж кубков. Дальше тройка кубков. Логично описывает начало романа, причем начало такое легкое, безмятежное, несколько значений уместных. Вспомним этой карты. Значит, тройка кубков – это действительно сама любовь, причем какая-то очень, ну, знаете, такая нехитрая, да, любовь, простая, понятная. Это отношения, в которые легко вступить, которым легко радоваться. Это близость с человеком, который ничем не пугает, там, не смущает, не вызывает особых сомнений. Это любовь, и это знакомство, и эти отношения, на которые вы быстро соглашаетесь, потому что нет противоречащих каких-то установок, потому что нет ни минусов, ни каких-то факторов там отвлекающих, и нет людей, которые против, что тоже вот это вот интересно. Потом тройка кубков еще описывает компанию. Это намек, ведь знакомство среди в компании, на празднике на каком-то, то есть вы здесь знакомитесь с вашим будущим избранником в гостях у кого-то, например, или на дне рождения у кого-то, вообще на каком-то таком непринужденном мероприятии или в любой другой непринужденной обстановке. А еще возможно, почему? Потому что тройка, это, видите, это тройка, то есть присутствие еще как минимум одного человека есть. То есть, когда вы знакомитесь с новым героем, как минимум есть один человек, который знает и вас, и его. То есть у вас такой общий круг, заведомый какой-то есть. Вот, прекрасные карты, мы вас как бы поддерживаем, благословляем, то есть смело можете в этот роман окунаться. Ну а королева кубков, поскольку мы гадаем в основном женщинам, описывает именно наполненность вашего сердца. Это любовь, это карта любви, карта про любовь, безусловно. Имеется в виду любовь ваша. То есть, знаете, просто начать роман, это может быть и не так ценно, и не так интересно. Ведь ценно что? При этом что-то ощущать, ведь, да, внутри, не просто пойти на свидание, а чтобы сердце колотилось, чтобы какая-то была эмоциональная составляющая. Поэтому вот эта королева кубков как раз-таки говорит о том, что шанс влюбиться есть, полюбить, почувствовать любовь, причем сильную, возможно, для кого-то даже новую, первую. Новую, понятно? Первую. Вот. А если вы мужчина водолей, то приветствуйте, королева кубков. Это женщина, которая полюбит вас, которая окажется тоже новая женщина, которая окажется с вами рядом. Если вы ни в коем случае не ждете нового знакомства, если вы однолюб, не бывает водолеев однолюбов, да? Ну ладно, мы до этого тоже как-нибудь дойдем. В характеристике знаков в моей рубрике «Вопросы и ответы», которые незаслуженно у нас задвинуты, да, но такой я занятой человек. Вот. И
Если вы спрашиваете, а продлятся ли отношения, а помирюсь ли я с бывшим, а вернется ли, а будет ли меня кто-то возвращать, а будет ли кто-то меня там... В общем, если тема у вас возвращение, примирение или просто продолжение отношений, то для вас этот прогноз, конечно, точно такой же хороший, потому что, вот, например, паж кубков обозначает любовное письмо, то есть ждите любовное письмо с признанием, письмо, телеграмма, звонок, тут месседж в любой форме может быть. Тройка кубков — это свидание, возможность встретиться после даже долгой разлуки. Ну а королева кубков — это ваши чувства, про которые вы понимаете, что они никуда не делись или даже усилились. Если прежде у вас были сомнения в ваших чувствах, а если любовь, не ушла ли она, то здесь вы понимаете, да, что, конечно, конечно. Тем более апрель поддерживает, подпевает в апреле у всех хорошее настроение неизбежно, как-то, мне кажется, и любить помогает, правда? И теперь еще одна тема в моем гадании. Дом, быт, семья, я ее называю. Ваши домашние дела, приезды или их отсутствие, хозяйство, семья и родственники. Раз. Два. Какие крупные карты. Три. Очень выразительное гадание для водолея получается. А вот видите, не зря, может быть, вы и ждали, понимаете, да, потому что мы же приблизились. Вот это всегда так работает и в личных гаданиях, понимаете. Небольшое, сейчас еще прошу прощения, отступление, ведь карты предсказывают очень точно и точнее, и четче на короткий срок, на близкий срок, на то, что вот рядом, через неделю, через месяц, например. И карты не так охотно и не так точно отвечают на долгосрочные вопросы, например, через 5 лет что будет и так далее. Поэтому и здесь гадание на месяц. Вот чем мы ближе к искомому месяцу, тем уже сформировалась энергия, набор событий, он сильнее сформировался, понимаете? И карты откровений, карты просто виднее становятся. Поэтому не зря вы ждали. Достается вам карта Дьявол, старший аркан, карта Смерть, тоже старший, и аж туз пентаклей, никуда мы от него не уйдем, да? Он мелькал, и он, естественно, выстреливает. Перемены вас ждут в домашних, семейных делах, крупные перемены и очень выгодные. Карта Дьявол. Нет смысла по отдельности про них говорить, потому что они здесь работают вот в этой троице и лучше. Все вместе карты обещают вам большие перемены, в первую очередь, потому что центральная карта, видите, смерть, она описывает большие, неизбежные и очень естественные перемены. Перемены, смена места жительства, смена состава семьи, смена, как минимум, да, удачная смена мебели на кухне. Все тоже зависит от масштабов ваших притязаний. Карта Дьявол здесь, поскольку есть туз пентаклей, выступает очень денежная. Это вообще крупная денежная карта. И для вас она обещает некое искушение и некий выбор, который сделать-то достаточно сложно. Вот перевернутую вам покажу. Кстати, вот видите, какая несправедливость. Здесь Ева изображена в раю, и у нее все хорошо, и ангел такой у нее сидит, прям ангельский, да? А с Адамом что-то вообще как-то все плохо. Он уже на оборотной стороне карты. Вот так вот. Видно, художник женщин любит больше, чем мужчин. Поэтому вас ждет вот такой вот выбор, несколько обременительный, несколько несвободный. Как несколько, выбор такой по судьбе, выбор из двух зол, например, как это покажет. На самом деле все обернется к лучшему. Карта Смерть. Какой-то этап вашей жизни подходит к концу. Например, этап ваше проживание в одном месте, в одном месте жительства. Да? Например, это заканчивается, и вы переезжаете. И, судя по всему, переезжаете куда-то в место лучше. Туз пентаклей буквально обозначает переход
в новую жизнь, понимаете, такой портал в новую жизнь, переезд, образование семьи или преобразование семьи. Советы, такие крупные карты, наверное, особо вам и не дают, потому что здесь вы подчиняетесь воле рока. Что-то советовать, да, от вашего поведения особо как бы уже ничего не зависит. Но есть что-то плохое в таких хороших картах, а вы знаете, есть что-то плохое, есть, потому что и вот здесь как раз нам пригодятся вот эти перевернутые картиночки, посмотрите. Ну, во-первых, они страшные сами по себе, да, вот эти вот иллюстрации в перевернутой позиции. Карты сохраняют свое значение, тем более вот в этом тройственном союзе, да, они сохраняют значение, но вот эта ситуация, которая у вас с домом, с семьей, с недвижимостью сложится в апреле, это как для вас проверка на алчность и на способность противостоять искушениям. Например, да, это возможность какой-то выгодной очень сделки с недвижимостью. Очень выгодная, понимаете? Причем такая спекулятивно выгодная. Ох, как трудно не поддаться искушению, да, когда кто-то готов там у вас квартиру купить в 1,5 раза дороже, ну, по каким-то своим личным причинам. Очень сложно устоять, я знаю. Вот, поэтому вот немножко остерегайтесь вот этого. Дьявол, эта карта, она сама по себе обозначает искушение, а в таком наборе это, знаете, такое большое искушение. Вот. То есть вас проверяет судьба, одаривает одной рукой, а другой, ну, она так любит же делать, судьба, а другой как будто бы проверяет на вшивость, на совесть, на то, насколько вы готовы такой благородный, добродетельный или щедрый выбор сделать. Вот. Во всей этой истории я благодарна вам за то, что вы посмотрели это гадание. Еще раз вам желаю вместе с моими картами, естественно, успешного апреля. И увидимся.